Здравствуйте, друзья! Привет! Мастерская ждет новых необычных проектов, и я надеюсь, скоро в нее перееду. Без лишних слов, сразу к делу. Сегодня есть очень интересная идея, которую я еще нигде не видел. Хочу попробовать ее воплотить в жизнь. Так, что будет сегодня? А пригодится все, что попадется под руку. Поэтому буду использовать давно стоящий листовой металл 2-мм толщины. Это будет для рабочего образца. И пригодятся пустые консервные банки для эксперимента, так сказать, тестовый вариант. Отрежу от листа небольшие заранее просчитанные кусочки. Зачищу их, чтобы было красиво, и все это на верстак. Из листов сделаю пару труб разного размера, одну большую и одну маленькую. И два круга, которые впоследствии станут донцем и крышкой конструкции. На нижней части сделаю несколько выпилов. Через них будет заходить воздух, и они же будут служить ножками. Малую трубу уже приварил к донцу, а на ее верхней половине сделаю продольные выпилы, ну или пропилы. Хотел сделать много тонких пропилов, но потом решил сделать несколько больших для лучшего испарения. Мой дикий зверь Моня уже радуется весне и ждет не дождется, когда же мы все-таки поедем на природу с сегодняшним проектом. Параллельно я начал делать тестовые варианты из консервных банок. Все сладкие персики на тарелку, ну а банки на верстак. В верхней и нижней части консервных банок делаю отверстия под малую трубку, чтобы хорошо проходил воздух. При сборке тестового варианта использовал двухкомпонентный эпоксидный клей Поксипол. Я стараюсь сделать все соединения максимально герметичными. Ребята, отвлеку вас от проекта буквально на несколько секунд. Друзья, я часто делаю заказы в маркетплейсах, но как можно сэкономить на таких покупках? Для этого у меня есть дебетовая карта Тинькофф Блэк, с помощью которой можно получить кэшбэк за все. Кэшбэк – это возврат части денег после того, как вы совершили покупку по карте. Он возвращается на карту один раз в месяц, не бонусами или баллами, а настоящими рублями. Обычные покупки в аптеках, супермаркетах, товарах для дома и маркетплейсах становятся еще выгоднее. Вы можете получить кэшбэк до 15% за выбранные заранее категории трат и до 30% за покупки по спецпредложениям, которые можно найти в приложении банка. Так вы сможете сэкономить деньги с каждой покупки. А если что-то будет непонятно, поддержка банка всегда вам поможет по телефону или в чате приложения круглосуточно. Оформляйте карту Тинькофф Блэк по ссылке в описании, чтобы получить кэшбэк за все и экономить с каждой покупкой. Вернемся к проекту. Все вырезал и предварительно примерив, как должно быть, заварил донцы и малую центральную трубку. В качестве наполнителя у рабочей модели будет керамическая вата. Купил ее как-то по случаю, и вот пригодилась. Заполняю ей внутри все пространство печки. Она должна хорошо держать температуру, но я надеюсь. Далее приварю крышку, а сверху нее подставку под посуду из толстой проволоки. В качестве наполнителя в тестовом варианте будет утеплитель из каменной ваты. Он остался после утепления мастерской. Надеюсь, она подойдет для капиллярного эффекта. На испытаниях посмотрим. Все собираю до конца на клей, и в качестве ножек будут обрезки саморезов. Ну а что, вариант на скорую руку хороший.
По конструкции спроектировал и напечатал на 3D принтере модель этой печки для более наглядной демонстрации ее конструкции. Вернее, не всю модель, а только половинку в разрезе. Убираю все вспомогательные поддержки при печати. И вот так выглядит печь-горелка в разрезе. Первоначально сбоку я планировал сделать заливную горловину с крышечкой, но решил пока ее не делать. Может, вообще ничего не заработает и придется переделывать. А если что, горловину всегда можно приварить в любой момент. Вы знаете, я очень большой любитель горелок, примусов, печек. Просто обожаю их. И у меня есть много чем я пользуюсь на постоянной основе. Также много проектов по изготовлению печей. Я делал твердотопливные на пеллетах с очень необычной конструкцией, с внутренним горением. Пеллеты как топливо просто класс. Также на пеллетах пиролизную печь для сжигания вторичных древесных газов. На веточках, кстати, и шишках тоже работает отлично. Еще масляную горелку, использующую воду для реактивного горения отработки. Ну, очень зверская штука получилась. Наверное, даже слишком перебор. Делала горелку для котла на жидком топливе с испарителем, который жидкообразное топливо превращает в газ и циклично сам себя испаряет по принципу паяльной лампы. Оба варианта готовы, осталось только покрасить и испытать. Сейчас идея заключается во внутреннем горении паров жидкого топлива со сквозной конструкцией печи. Испытывать придется на верстаке, на улице слишком светло. Заливаю немного топлива и запускаю их по очереди. В нижней части залито жидкое топливо. Это может быть как топливо для биокаминов, так и бензин галоша, например. Думаю, что и на других видах топлива можно будет попробовать. Вот такой сегодня классный и необычный проект. Получилась многоразовая жидкотопливная финская свеча. Такую кемпинговую печь можно сделать своими руками в домашних условиях из подручных материалов. А применяя экотопливо, возможно использовать для приготовления пищи вместо газовой домашней плиты или камина. Она станет незаменимым помощником в походах и поездках на природу. Печь приготовит еду и осветит, и согреет в холод. Осталось доработать и сделать топливную горловину и верхнюю заслонку для тушения. Друзья, лучшая благодарность для автора – это всего лишь просто лайк. Делитесь ссылками на видео в своих соцсетях, пусть оно помогает людям. Все полезные ссылки из видео, как всегда, в описании. Добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале. Пока-пока.